Всем привет, ребята! Это Даня Зевс. И я сейчас буду давать интервью для канала Vegas Squadron. После того, как произошли проблемы с Na'Vi, да, мы разошлись, я отдыхал реально психологически несколько месяцев. И когда появилась команда Gambit, действительно, мне появилось большое желание заново начать и попробовать создать что-то новое. И для этого я использовал весь свой опыт. Опыт, это, знаешь, это когда не просто вот ты там лучше знаешь, как гранату кинуть или как-то разыграть ситуацию после размена или что-то. Опыт, он заключается во всех мелочах. В психологии, в отношениях с людьми, в режиме, в подготовке. Ну, вот очень много вещей, которые входят в слово понимание опыт. И, соответственно, я захотел показать ребятам, что можно по-другому тренироваться, можно смотреть на игру по-другому, можно много делать вещей иначе, и это может быть круче. Со своей стороны ребята попались в гамбитах тоже непростые, потому что ребятам уже не по 20 лет, у ребят есть свой опыт, свое понимание, и вот здесь как бы в многих вещах столкнулись два взгляда, и где-то процентов на 30 они расходились. И нам приходилось, опять-таки, мне использовать свои знания для того, чтобы находить общий язык, для того, чтобы мы не ругались из-за этого, меньше конфликтов. Вот у Веги, да, это действительно мое мнение, что у ребят прогресс идет игровой как раз из-за того, что у них хорошие отношения. Понятно, что молодые, мотивация, много тренируются, но без этого никак, то есть это обязательно. Но именно то, что у них хороший климат, то, что они нормально стараются решать проблемы, это очень важно. Это то, что мы стараемся сделать в Про-100. Это то, что мы стараемся сделать в Gambit, местами не получается, но в целом как бы мы работаем над этим. Это одна из проблем явных, которая была у нас в Na'Vi, кстати. То, что мы нарушали свой климат разными какими-то способами, какими-то руганиями. Да. Особенно тяжело входить в режим, когда у тебя был отпуск, ты отдохнул там пару недель, 3 недели, там, до месяца у нас был там перерыв, и потом начинаешь тренироваться. Это очень сложно, честно. У тебя вот уже есть какие-то привычки, тоже график там, дня, ты там хочешь это, и тут тебе нужно все убирать и просто концентрироваться на Counter-Strike. И вот с каждым днем, представляешь, что надо делать там 20 дней, там, месяц, вместе с одними людьми. С каждым днем у кого-то реально начинают шалить нервишки. Вот это реально уже в любой команде, в которой я играл, везде одно и то же. И вот здесь вот начинают интересные моменты, кто как справляется. Кто-то может просто прийти на тренировку, знаешь, просто сесть и типа ты там, чувак, шо? Типа там, давай там, не знаю, там разберем там какие-то флешки. Да я все флешки знаю твои. Просто чувак пришел с плохим настроением, знаешь. И вот очень важно стараться, чтобы каждый в голове понимал, что нужно все-таки стараться как-то, не знаю, контролировать вот эту мораль, вот эти вот разговорчики, вот эти какие-то плохие настроения, а приходить и быть профессионалом, быть киберспортсменом, быть чуваком, который пришел, сел и знает свое дело. Я еще не могу в этом уверенно утверждать. Но, наверное, важно оставаться командой, оставаться людьми и оставаться вот единым целым. Это то, что делает, наверное, команду чемпионской командой. Это пример команды Virtus.pro. Та команда, которая на протяжении уже многих лет в топе. Это команда, которая проходит периодически очень сложные трудности. Но они максимально работают, сохраняют один состав и движутся вперед. Ну, это заслуживает уважения. Я считаю, что у Веги отличный прогресс. Они полетели в Америку, 2-3 сыграли, 1 очка не хватило. Они приехали, они тренировались, они выиграли минор, они полетели на отборы и они выиграли. Я бы посоветовал бы им посмотреть на свои ошибки, в первую очередь, которые были здесь допущены, проанализировать свою игру, сесть, четко ее разобрать и дальше тренироваться. Жестко, упорно, без остановки. Да, они здесь проиграли 0-3, ну с какими-то командами они поборолись, там, с Пентой, с какими-то командами они неопытно начеркали карты, как Virtus.pro Nuke, ну это самая сильная карта, не нужно было ее черкать. Сделать выводы, собраться
прилететь, выиграть отборы, прилететь сюда и постараться попасть в топ-8. Я считаю, что для Веги это будет непростая, но довольно-таки реальная задача, которую они могут реализовать. Если вы хотите менять игрока, особенно одного там какого-нибудь, да, то это не решение там проблемы. Если этот игрок, там, вот как, к примеру, там СК, да, поменяли FNX, который там не приходил на тренировки, или там бухал, либо еще чего-то, это одно дело. Но если все стараются, но просто что-то не получается, то это не решение проблемы взять, там кого-то убрать и все. Лучше просто посмотреть с другой стороны, переосмыслить все, особенно постараться наладить нормальные отношения, забухать в конце концов, уже не знаю, куда-то пойти в клуб вместе. И тогда может все наладиться. Не нарушать климат команды, о котором сказал Джер, это очень важно. Потому что если вы, ребят, уже вместе, вы действительно верите, видите, что у вас идет прогресс, то не обманывайте сами себя, это очень важно. Идите до конца. Молодым ребятам обязательно развиваться. Живите на полную катушку и помните, что у вас должна быть цель. Это самое главное. Если у вас цель реально быть чемпионом, то нужно быть им во всем.